Привет, друзья! Сегодня мы с вами свяжем шапку бини с ушками. При этом я вам рекомендую скачать файл, который будет указан в описании с Google диска. Там будет удобно показано все необходимые расчеты, как снять мерки для шапки, для себя. Если вы вяжете, например, на подарок, какие-то стандартные размеры я вам предоставлю. И при этом также расскажу, как проводить ВТО. Там все будет это описано, такая дополнительная информация небольшая. В этом файле вся будет собрана. Вязать мы с вами будем достаточно быстро в этом видео, так как в основном идет полотно гладью. Формирование ушек я лишь расскажу, как набирать наборный край классический, либо наборный ряд будет болгарский зачин. Это уже по вашему усмотрению, как вы захотите. Здесь у меня на пухе норки идет стандартная, когда одевается шапочка, это все разглаживается, никаких подворотов нет, это очень удобно. Я не люблю особо здесь никакие такие уплотнения по линии шапки внизу, поэтому я показываю на примере самой простейшей шапки, одинарной. Также вы сможете связать и двойную, в расчетах это все будет указано в этом файле. И покажу, как формировать ушки, закрывать уже шапку трикотажным швом. Если вы это знаете, конечно, это все огромный плюс, замечательно. Но те, кто, например, вяжет впервые, либо хочет связать шапку, не отвлекаясь на какие-то дополнительные видео, вспоминать какие-то различные техники, я вам это все дам. Итак, сейчас мы с вами провязали необходимое количество в высоту рядов. Согласно нашей таблице вы могли взять расчеты, например, это будет глубина шапки стандартная, вот здесь будет указано. Также вы можете самостоятельно рассчитать, как это сделать, я указывала выше. Я вяжу размер S. Для удобства и наглядности я сейчас выделила соответствующими маркерами все точки, которые мы будем проходить. Итак, у нас согласно таблице нам необходимо провязать 18 лицевых петель, и далее уже будем формировать ушко. 18 лицевых петель это до первой точки. Так, я сейчас покажу, как это будет выглядеть, так, чтобы у нас попадало. Смотрите. Итак, фиолетовый маркер, мы находимся в начале ряда. Это маркер начала ряда. Далее белый маркер, это 8, где точка будет отсчета 8 петель. Далее идет зеленая точка, вот это. Опять белая, вот это.
Ну и соответственно вот это. Здесь я выделила 2 петли, которые не уходят у нас на ушки. Это будет по центру. Ну и соответственно здесь красными маркерами я тоже отметила вот эти точки. Теперь у нас должны вот эти 2 зеленые точки совпасть, уйти вот так вот вовнутрь должно. И здесь, соответственно, красные точки тоже должны у нас совпадать. Получается формирование вот таких ушек. Сейчас мы провязываем 18 петель по задней стенке. Провязали вот это ушко, это вот она точка. Потом провязываем 8 петель, согласно моему техническому рисунку. И уже формируем ушко по 9 петель. Далее здесь посередине идет 2 петли, которые мы не провязываем. И, соответственно, также формируем ушко. Они будут вот такие завернутые. Все. Сейчас мы будем переодевать на чулочные спицы дополнительные, провязывая постепенно. Как я делаю. Здесь я одну петлю до маркера не довязала, чтобы маркер не упал. Делаем так. Провязываю 18 петель до первого маркера. Далее маркер. И теперь провязываем еще 8 петель до зеленого маркера, до формирования ушек. Первого ушка. Маркер этот я снимаю. Теперь нам нужно будет переодеть эти петли на дополнительную спицу. Спицу я беру того же размера, чтобы она не выпадала, так как мы сейчас будем их складывать по 3 вместе. Этот маркер тоже, вот этот, я убираю. Далее переодеваю на следующую спицу еще 9 петель. До зеленого маркера. Зеленый маркер я убираю. И еще 9 петель. Мы их пока не трогаем. Теперь нам нужно сформировать ушко. Мы делаем это так, чтобы ушко, подгиб у нас смотрел вот сюда, вправо, в сторону первого маркера. Теперь мы будем соединять по 3 петли вместе. Так, чтобы было удобно. Будем мы сначала брать петли, которые находятся на ближней спице, далее берем на второй и на третий. Смотрите на ориентацию петель. У меня они стоят все правильно, поэтому я сейчас буду брать первая петля, далее вторая и третья петля. Как я делаю? Я их все снимаю, потом зацепляю за последнюю спицу, провязываю и снимаю. Все, подтягиваю, чтобы здесь не было разрыва. Далее мы продолжаем со всеми петлями аналогичным образом. Опять снимаю, вторую петлю снимаю со второй спицы и третья с третьей спицы идет сюда, провязываю и подтягиваю, для того чтобы, опять повторюсь, у нас не было разрыва здесь. Провязав сейчас все вот эти петли, у нас должно быть 9 петель вот здесь сформироваться. Далее этот маркер мы убираем, провязываем 2 петли лицевые, вот они,
Опять же маркер убираем. И нам теперь необходимо будет переодеть также петли на дополнительные спицы. Так как здесь леска уже становится достаточно тугой, я предлагаю уже переодевать так, чтобы было удобно вязать. До первого маркера красной точки дошли 9 петель. Далее это маркер следующий, и опять до красного маркера второй красный маркер. Далее остается 8 петель до последнего маркера, мы их пока не трогаем. Итак, нам второе ушко нужно будет сформировать вот так. Загибаем его теперь в эту сторону. Получается вот так. Вот этот сгиб мы проходим. Эту спицу я спрячу, чтобы она не мешала. И теперь начинаем опять таким же образом все это провязывать. Вот так мы провязали второе ушко. Сейчас мы будем провязывать уже на дополнительную спицу, так как уже здесь очень узко. Я переодену. Последний маркер, вот этот, снимаем. Так. Вы можете сразу, конечно, переодевать на чулочные спицы, провязывать. Мне пока удобно так. Здесь уже будете смотреть по своему собственному опыту. Сейчас мы будем провязывать 18 петель до маркера начала ряда, вот этот промежуток. И далее от маркера начала ряда до первого маркера мы провяжем все на одну дополнительную спицу. И далее вот этот вот отрезок уже тоже мы будем переодевать на спицу чулочную, если вам удобно. Если хотите, можно оставить на этой. Мы будем уже закрывать петля в петлю вот эту вот часть. Уже будем закрывать саму шапку. Поэтому тут как кому удобно будет. Для того, чтобы нам закрыть шапку трикотажным швом, необходимо отмерить 3 длины для комфортной работы с хвостиком. Я делаю это так. Отмеряю приблизительно в 2 сложения вот так на шапку. И далее уже вот эти 3 длины у нас будет хватать. Немножко еще хвостик оставляю, хотя там будет приличный хвостик, но в любом случае. Итак, трикотажный шов мы будем выполнять постепенно, провязывая иглой каждую петлю. Так как у нас сейчас нить выходит из задней спицы, нам необходимо будет ввести вот сюда. Обязательно обращаем внимание на ориентацию петель. Выводим сюда нить. Пока ее не снимаем, эту петлю. И теперь заводим
обратно сюда, снимаем и подцепляем здесь. В следующую петлю также ее пока не снимаем. Здесь все подтягиваем. Возвращаемся сюда. Так как мы в прошлый раз поддевали снизу, теперь нам нужно сверху. Снимаем. И далее опять снизу. Чередуя постепенно каждую спицу и петли сверху, снизу и сверху подцепляя. Теперь сверху и снизу. Крайнюю петлю каждый раз мы будем снимать, когда мы ее продеваем в нее уже второй раз. Подтягиваем. Сильно тоже не затягиваем, чтобы ушки не были скомканные. Далее сюда. И заводим опять снизу. Далее возвращаемся к предыдущей. Снимаем. Опять заводим. И остается одна петля пока что провязанная. Один раз остается на спице. Далее возвращаемся обратно. Сверху, снизу. Сейчас мы с вами закроем петля в петлю каждую из этих петель на каждой спице. Далее встретимся в конце, когда необходимо будет закрыть последние петли. Я покажу, как это нужно будет сделать, и уже спрячем нить. У нас остается 4 петли. Нам нужно их закрыть. У меня сейчас здесь нить выходит. Теперь мы делаем так. Здесь, как обычно, закрываем эту петлю. Остается одна петля. И на первой спице тоже одна петля. По одной петле у нас. Теперь мы точно так же, как если бы у нас была еще одна петля, сюда вводим. Эту спицу я убираю. Вот так подтягиваем. И здесь также последнюю петлю мы забираем, подтягиваем. Получился вот такой небольшой хвостик. Теперь нам нужно спрятать. Я прячу, вот смотрите, вот здесь есть сразу под вот этой петлей есть такое углубление. Она пропадает, вот тот узелок, и получаются два одинаковых ушка. Там мы все завязываем, прячем, проводим ВТО, и у нас должна получиться вот такая шапка. Обязательно проверяйте, сколько у вас здесь остается петель, для того, чтобы у вас петля в петлю трикотажным швом закрылось все верно. Я в расчетах в таблице все это даю. Также даю напоминание возле технического рисунка по описанию, сколько петель должно остаться. Пожалуйста, проверяйте. И после этого у нас будет вот такая шапка. И вот так она выглядит сзади. Ушки немножко поднятые будут. Я прошу прощения за такие звуки. У меня здесь малыш со мной, поэтому без помощников никак. Коты и дети обязательно у меня в помощниках. Итак, друзья, я вас поздравляю. У нас шапка готова. Осталось вам только провести ВТО и носить ее и наслаждаться. Ну и, соответственно, готовить подарки своим родным и близким. Вот. У меня опять помощник здесь за кадром. И также, когда спрячем все вот эти кончики, я вам рекомендую еще все это сушить, зацепив иголочками, для того, чтобы вот этот вот край не закручивался.